Всем привет! Вы на канале Ремонт и Стройка, с вами Ярослав, и я продолжаю разговор о строительстве подвала под существующим частным деревянным домом. Стены подвала нуждаются в качественном армировании, так как на них сверху будет давить вес конструкции дома, а по бокам окружающий постройку грунт. Для стен частного небольшого подвала, как в моем случае, вязка арматуры может быть произведена своими руками без привлечения специалистов. В случае с подвальными стенами необходимо сделать такую арматурную сетку, которая будет обладать одним важным качеством – упругостью. Поэтому армирование монолитных бетонных стен является ответственным процессом, который требует определенных умений и навыков. Стены подвала будут испытывать большую нагрузку, поэтому крайне важно правильно уложить арматуру, снизив до минимума риск разрушения сетки при эксплуатации. Ячейка арматурной сетки должна быть определенного размера. Для подвальных стен оптимальной будет ширина 25-35 см. В моем случае ячейка составляет 35 на 35 см. Также в монолитные стены подвала можно закладывать инженерные коммуникации. В моем случае здесь заложена труба приточной вентиляции для внутреннего помещения подвала. Еще один немаловажный момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание в данном видеоролике, это примыкание стены подвала с свайно-ростверковым фундаментом. Здесь все банально просто. Примыкание стены подвала к свайно-ростверковому фундаменту будет выглядеть следующим образом. Я просто продляю арматурный каркас из стены подвала в ленточку свайно-ростверкового фундамента. Вот выставил внутреннюю опалубку, сейчас продолжаю вязку арматуры и, соответственно, по периметру делаю армокаркас, после чего заливаю все бетоном, и у меня получается единая монолитная конструкция. Существуют различные методы строительства подвалов и цокольных этажей, которые отличаются между собой порядком возведения стен и пола. По одному методу сначала заливают монолитную плиту, это пол подвального помещения, и по краям которой оставляют выпуски арматуры для ее крепления с арматурным каркасом будущих стен сооружения методом холодного шва. Полустены при такой заливке представляют единую монолитную конструкцию. Другой вариант строительства заключается в первоначальном возведении стен фундамента, которые своим основанием опираются на фундаментную подушку. Фундаментная подушка строится шире, чем будущая стена сооружения. Она помогает оптимально распределить нагрузку на стены. Вследствие внутри возведенных стен заливается монолитная плита, таким образом, чтобы она заходила на края фундаментной подушки и вплотную примыкала к стенам. Оба эти метода широко применяются в загородном строительстве. В моем случае я применил второй метод. Сначала заливал монолитную подушку с выпусками арматуры, после чего заливал монолитные стены, и так я делал частями по периметру. И так по кругу, пока не будет возведен весь периметр стен подвала. Возведенные стены и пол подземных сооружений находятся под землей, где подвергаются воздействию грунтовых и атмосферных вод. Поэтому требуется проведение комплекса мероприятий, направленных на защиту фундамента от влаги. Для полноценной гидроизоляции стен и пола подвальных и цокольных этажей необходимо использовать рулонные и жидкие гидроизолирующие материалы в комплексе. В моем случае гидроизоляцию я произвожу следующим образом. Под подушку фундамента укладывается обычная техническая пленочка, заливается подушка под стенку фундамента с выпусками арматуры, заливается стенка подвала. После того, как будет залит весь периметр подвала, наносится обмазочная гидроизоляция, после чего все обклеивается еврорубероидом и производится утепление стен подвала. При монтаже стержней арматуры необходимо обеспечить им четкое вертикальное расположение в опалубке. Возможно отклонение лишь до нескольких миллиметров. В противном случае давление, производимое грунтом, может оказать негативное влияние на конструкцию. Установку арматурной сетки контролировать лучше всего лазерным уровнем. Можно также использовать обычный строительный уровень. После завершения укладки арматуры выполняется проверка правильности монтажа всего сооружения на соответствие его проекту, если он есть. Ну и после чего заливается раствор. Для создания защитного слоя арматуры
Применяются специальные звездочки и фиксаторы арматуры, чтобы арматура на расстоянии 20, не меньше 20 мм не доходила до опалубки. Посредством этого и создается защитный слой бетона. Ну а на этом пока все. Спасибо за внимание. До новых встреч.